Да, мы видим на прекрасном экране, на нашем прекрасном стриме BowietheHero, который собирается показывать нам на SGDQ прекрасную игру Record of Lodoss War, Deedlit in Wonder Labyrinth. Мы можем сказать в первую очередь то, что этот раунд будет проходить в категории Any, No, OB, но игра настолько свежая, она вышла в 2021 году, настолько свежая, что ран в ней абсолютно не разработанный, и No OB категория быстрее, чем категория Any Percent, что очень глупо. The category I'm going to be doing is going to be any percent no out of bounds. Let me actually go to the 1 second. Got to sort something out. I've forgotten to do. Разница в категориях на самом деле максимально минимальная. В том, что мы не выйдем в двух местах в out of bounds, да и этот out of bounds нам засейвит, ну, копейки. И, как я уже сказал, категория no out of bounds на борде быстрее, чем any percent, что очень забавно. Да, и начнем мы, конечно же, с новой игры. Очень в скором времени. Most people would know it as an anime in the mid to early 90s. It was based on a book that was written based on a D&D campaign. So it's quite a weird thing. And this game came out because a new book was being released, I believe. And I think this plays in some part to that new book that was released. Раннер нам рассказывает про вселенную, про то, что книги по вселенной выходят и так далее. Я дико извиняюсь, я не фанат серии, я не читал ни одной книги, не играл ни в одну игру. Но я знаю одного человека, который мне может подсказать. Да, и через буквально 5 секунд мы начнем. А этот самый человек мне подсказывает о том, что Record of Lodoss War — это серия романов, выпускавшихся с 88 года прошлого столетия, которые адаптированы для манги, аниме-сериалов и компьютерных игр. То говорит нам о достаточно глубокой и большой проработке лора, о котором мы, конечно же, не будем говорить. А будем мы говорить о конкретно спидране. И что мы можем увидеть в первый момент. Это платформер, 2D-платформер с очень даже интересным оформлением. Пускай он и выглядит немножко как старый платформер, но это стилизация такая. Он на самом деле 21 года, как я уже сказал, и первая спид-механика, которую мы видим, movement trick, это дэш. Буквально обычный дэш, только мы делаем его спиной. Дальше у нас будет вместе с... Да, очень-очень похоже на Castlevania, на серию игр Castlevania. Я не умею выговаривать, извиняюсь. У меня, в отличие от вас, чат, не все так хорошо с выговариванием. Да, как я только что сказал, что мы используем первую мув-технику, это dash. С помощью дэша мы можем делать множество вещей, например, как cancel damage анимацию. Также мы можем проходить через всякие огненные стены с помощью бэкдэша. Или что-то подобное вытворять. На самом деле, бэкдэш будет одной из важных механик во время этого рана, который мы будем кооперировать вместе с другими механиками. Да, сейчас нам Бовис рассказывает про механику игры, о том, что мы можем здесь менять цвет, менять стихию, так сказать, нашего персонажа между зеленым и синим. Соответственно, вместе со сменой стихии мы будем будет от нас происходить больше дамага, связанных с этой стихией, и меньше будем получать урона.
HP regen. От, соответственно, стихий, которые мы выбрали. Да, и сейчас мы видим то, как мы можем просто воткнуть буквально, засунуть стрелу в упор к стене, выстрелив в нее и перерезав веревку таким образом. Это не казуальное прохождение, то достаточно прикольно выглядит. Да, так как это у нас платформер достаточно обычный, мы, как и в других платформерах, будем открывать механики передвижения вместе с прохождением игры. И в очень скором времени вы увидите, как геймплей наш изменится в лучшую сторону. Yeah, pretty much. One thing that you might have noticed was that during the cutscene, Bowie was continuing to heal, which is a really nice feature. Also, if you saw him just backdash through an enemy, if an enemy is moving toward you while you're backdashing at them at the right speed, you'll just phase through them. It's called enemy phasing. Да, ребят, сейчас, в очень скором времени мы увидим Weapon Hover с механикой, которая позволит нам парить в воздухе благодаря атаке с оружием. Это возможно только в случае, если атака с оружием происходит с оружием со скоростью 3 или больше. Соответственно, пока мы атакуем в воздухе, мы будем хавариться. Переведите на русский чат. Я тупой. Я не знаю. И, кстати, мы переходим к первому боссу. Это водный дракон, или же Абрам, которого мы можем, в принципе, убить его как можно быстрее, соответственно, это вы понимаете. Парить, спасибо. Культура парения как бы в этой игре очень не распространена. Да, и как мы видим, у нас Бови справляется с максимально быстрым способом убийства и вполне себе быстро справляется с боссом. Да, и вновь мы сможем наблюдать о том, как он хаварится через ямы. Я не знаю, на самом деле, чат, насколько мне вело, блин, на самом деле все еще. Я хоть и на поменял себе задержечку, мне все равно тяжело немножко с этой задержкой, но... И мы получаем себе чат. Мы получаем себе Fire Slide. Как я уже говорил, мы будем получать механики передвижения постепенно вместе с игрой, и прямо сейчас мы видим то, как мы получили себе слайд. Этим слайдом мы можем наблюдать, как мы уже пользуемся. То есть наш герой, наш персонаж прыгает вперед и делает такое кручение в воздухе, одновременно с этим становляясь очень узким, но длинным хитбоксом. И мы видим, как Боуи комбинирует наш Fire Slide вместе с бэкдэшем, благодаря чему он получает максимальную скорость передвижения в игре. Он, благодаря этому, сейчас будет максимально быстро передвигаться по игре. Также мы можем наблюдать о том, как по какой-то причине у нас ребята называют это пого, когда мы передвигаемся с помощью оружия, ударяясь об врагов. То есть есть такая механика, мы бьем врага в воздухе, благодаря чему нас подбрасывает в воздух, благодаря чему мы можем забираться туда, куда мы не можем в теории добраться без этого скипа, без этой механики. И здесь, кстати, у нас происходит очередной босс-файт. Это у нас Приотрес, не знаю на самом деле, как правильно. И мы ее просто аннигилировали. И это конец первой стадии. Мы переходим на вторую стадию. Всего таких стадий у нас будет 5. And that's the end of stage 1. So straight on to stage 2, and we're going to be mixing up with a few new movement options that we're going to get. So I'm going to start. Да, и ребята, в начале второй стадии стоит отметить, что мы получаем себе меч, названный в честь зебры. Ладно, на самом деле он называется зебра просто потому что... Не спрашивайте почему. Потому что так быстрее. Как любят отвечать спидранеры, да. Вопросы, которые не знают ответ. Ну, назвали. Да, как я уже говорил,
говорил, удары в воздухе позволяют нам подлетать выше. Так, So пилик. now the effective damage of our wind Кто-нибудь пиликов? attacks is spirit level 4 instead of spirit level 3, and our base damage will always be at least spirit level 2. Кстати, вы, наверное, не слышали пилик, So we но want отлично. that, Я очень рад, что Discord early наконец-таки because it, добавили really встроенное makes the quick шумоподавление kill on the next в boss easier. Discord, потому что теперь качество комментариев у нас увеличится в разы. Меньше шумов, меньше всяких летающих родственников, которые просят померить штаны и так далее. Но это не факт, что это поможет. Опа. Yeah. So, this is Да, Jin ребята, and таким Ifrit. тем I образом, think pretty much the only boss тем that временем has мы two дошли до attackable, two следующего separate attackable босса, parts in the и game. это у нас This quick kill was actually something ледяной и that I огненный devised элементалей. after noticing Я, к something on сожалению, accident. не You lure them over to the совсем left-hand side of the room вижу like this, and then they're going to switch positions. название And этих now in this phase, парней. Jin is going to, in the next phase, Jin is going to blow you to the left, Да, к while сожалению, Ifrit ребята, attacks. And if Ifrit is attacking to the left, all of his attacks are just going to go straight это, into the wall. насколько So я you can hover понимаю, underneath him and just wail on him ладно, with я the не буду zebra гадать above you until сложными. he dies. That was an Джин и excellent, Ифрит, excellent quick kill. допустим, Good job. примем это к сведению. It's one of those ones where it's like it's not that like super tricky, but if you make one error, you're going to be paying for it. Like the main thing is like defeating Jin and then getting over to the left to make sure that Ifrit turns around. Because if he doesn't, that first shot's going off, you're taking damage, and it's just all over the place. It's spaghetti everywhere. It's not ideal. Yeah. So, with the acquisition of double jump, we are now no longer in danger of soft locking here. But this is also where the runs between any percent and any percent no out of bounds start to diverge. So we're going to be doing a little bit, literally the only backtracking between stages that we do in this run. We are headed back to stage 1 to pick up the only weapon that we'll ever need for pretty much the entire rest of the run. Now is actually a really good time for a couple of donations if we have them. All right, that sounds good. And I just want to say, fantastic commentary so far, too. Much love. All right, so speaking of love, we have a ton of love for Bowie here. Folks seem to know you. So we have $15 from Josepher, who says, massive thank yous to Doctors Without Borders and the incredible work done here on SGDQ. Да, у нас параллельно происходят небольшие донатики, которые мы читаем, но читаем не мы, а читают люди, которые вы, кстати, могли услышать, так что переводите сами. Мы здесь не переводчиками. Ладно, я шучу. Я не прослушал, извините. Да, и, кстати, мы получаем себе новое оружие. Как я уже говорил про скорость, что-то непонятное, невнятное. В этой игре у каждого оружия есть своя скорость, и чем эта скорость быстрее, тем лучше мы тем лучше мы weapon хаверим. Оружие парим. Absolutely. We have $20 from the Neon Caster, who says, Bowie is not only one of my favorite event hosts, but one of my favorite speedrunners too. I cannot wait to see him show off his Deedlit skills. You'll crush it. So much, Nathan. I appreciate that, dude. All right, one more, okay? Yeah, absolutely. All right, $50 from Tex, who says, Да, залетает от одного из раннеров и участников комьюнити донат $50, который говорит о том, что Боуи отличный человек и спидранер, и о том, что этот человек, который задонатил, очень рад быть частью этого комьюнити, и потому что этот презентует на SGDQ в этом году. Going to hover, the horizontal speed is a bit slower here, but it's just a bit safer. We're going to go back to the zebra, we're going to slide here, get another pogo up to here to skip that entire screen's worth of movement. We're going to go back to Qatar for safety, because there are demon doors here, we want to get over those. Another quick slide, then another arrow manipulation. Well, I said we're saying manipulation here, I guess. And we did all that to go and press that green button, and we were talking about how there's going to be like a bit of a divergence from any percent. The out of bounds that you can do with any percent skips needing to go and get this. Да, и нам сейчас говорят о том, что мы бы делали в На самом деле это грустная история объяснять в одной категории правила и скипы другой, но нам сейчас объясняют то, как мы бы делали out of bounds. Мы бы отправились в комнату, где мы взяли себе меч зебра и сделали бы слайд и
если я не ошибаюсь, бэкслайд. То есть мы сделали бы слайд спиной, не получив при этом скорости под одну из, так сказать, выступов, благодаря чему мы попадаем в out of bounds. Окей. Это очень интересная информация. Как жаль, что мы это не увидим. Не знаю, зачем это пока нам объясняют. И здесь мы добираемся до следующего босса. Это на самом деле огнедышащий красный дракон, которого я могу посмотреть, как зовут. Я уверен, у него есть имя. Да? 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 Shooting Star. Да, что, прости? Ладно. Окей, это очень странное имя для дракона, но сыном бы своего я так и назвал. Да, мы таким образом разбираемся с Shooting Star. Anyway, we try to skip all of the desperations. Right then, stage 3. This is where like a lot of the movements that we've learned, like a lot of the movement mechanics. Да, и здесь у нас новые враги растения, у которых огромные хитбоксы, и которые нам нужно эвейдить, как только мы можем. Благодаря дэшам, благодаря различным бэкслайдам и слайдам. Да. Таким образом мы можем сквозь них проникнуть, не убивая и экономя на этом время. Да, кстати, ребята, у нас, если что, появился дабл джамп. Я немножко прослакал момент с его появления, но ничего страшного. You've seen them before, but they can actually go in both directions. So efficient movement through those is really difficult. Yeah. So I should mention as well that, okay, so here, if you might notice, I'm going to do like a little slide here to maybe bring the dragon forward. Right, yeah. So enemies will mostly kind of, again, act in different ways based on how you enter screens and like the action you do on screen. So you can always approach it from the same way. Котик, можно я, с вашего позволения, себе немножко налью спрайтику? Чуть-чуть прикусь. Я шучу, ваше позволение мне не нужно. So they will just change their behaviors. The imps at the beginning are really bad for it, but you know, some enemies can be like quite easily dealt with because of it. Кстати, пить водичку это очень важно, поэтому я очень извиняюсь. Это обязательно. Нет, лол. Нет, тут никакой копипасты не было, круто. Это все вдохновение. Да, кстати, у нас появляется новая способность невидимость, которая создает нашего клона, и мы пропадаем для врагов, оставляя за собой клона. В общем, мы знаем, откуда это вдохновлено, все мы знаем. If you take 4 consecutive hits in quick succession, you will go into stun mode. Now those enemies that I'm avoiding there, the Shadow Stalkers, because they kind of work like a Super Mario Boo. If you look at them, they are kind of like, you know, you can't see them, but you know. Котик, чё пьем, пока у нас ГДК происходит? Я вот спрайт пью. Что вы пьете? Делитесь. Yeah. It's a really long animation. You gotta like mash to get out, and it doesn't speed it up really. Yeah, and if you Да, кстати, мы сейчас пробежали мимо врагов, которые, станя нас однажды, при попадании, будут продолжать нас дамажить и станить, если успеют атаковать нас и не выпустят нас из станлока. Поэтому нам нужно обязательно быть аккуратнее с ними. Другие враги так не могут. Так, я буду ставить не на стол, а на коврик, чтобы не вставлять никаких лишних звуков. И у нас сейчас, кстати, будет происходить босс-файт. Эту прекрасную леди зовут, я не знаю как, но сейчас обязательно посмотрю. Если найду. Я нашел Карла. Ее имя Карла, и мы ее уничтожаем. Кстати, она не одна, и она пришла вместе со своей подругой Флаус. И есть инфа, что Флаус тоже не последний босс в этом файте. Потому что вскоре появится у нас демон-гад. Именно гад, никаких годов.
there were some really fascinating fights where, you know, kind of like doing this thing where we like force her to guard, jump behind her so that she cannot shield from the attacks from behind, and then kind of like, you know, evade the incoming attack and repeat. But with that, it kind of makes it a bit more trivial. It makes it for a bit more of a drier fight, but, you know. Да, и сейчас мы уже получили все основные наши механики передвижения, и прямо сейчас вы можете просто наблюдать прекрасность исполнения механик спид-страток в этой игре, спид-техник, и наслаждаться этим зрелищем. На самом деле, игра, очевидно, вдохновлена различными кастелваниями и другими кастелвания-like game. И благодаря этому, что очень здорово, также перенесся дух спидрана. Дух спидрана, что я подразумеваю под этим, абсолютно так же выглядит игра. Если бы мне закрыли глаза сейчас на название, я бы не знал, как она называется. Я бы сказал, что это новая часть кастелвания. Кастлвания, да? Касл. Я извиняюсь, равно никто не знает, да, у нас диагона в чате нету. The dark bow always fires dark elemental arrows no matter what element you are equipped with. That is, it turns out, useful enough for enough things that it's worth going out of your way to kill those shades in order to. Да, и сейчас мы, кстати, открываем одну из важных дверей. Вообще не напоминает кастлванию, вообще ни в коем случае. И спускаем этот большой камешек вниз, открывая при этом нам новые пути. And there are, of course, the two stalkers that you killed on your way up to the shade room as well. Блин, меня все более и более смущает все больше и больше задержка на нашем стриме. Потому что когда я собираюсь о чем-либо сказать, у меня оказывается большая задержка. Но ладненько. И мы в очень скором времени доберемся вновь до Карлы, извиняюсь, и будем избивать ее. So yeah, we're gonna fight Carla again, and I equip the dark bow now because it's gonna come in handy pretty much immediately. This next fight, Carla again. В этот раз у нее, мы знаем, что такое повторные босс-файты в играх, и в этот раз она изменилась. В этот раз у нее появилась новая электрическая атака, и мы наконец-таки увидели гада. Я не буду вспоминать, как ее зовут вновь. Просто гад. Мы беремся, расстреливаем, и нормально. Да, Демон гад. Гад гадом. Those tell us that Demon God is a little weak to wind and light, and very weak to dark. She takes double damage from it. That clears the fight very, very quickly. It should be noted, actually, I just wanted to kind of Вдохновились, кастлванией. That record of Lodoss War was based on a D&D campaign by having the dice like kind of be. Блин, дайте сюда диагона в чат, пожалуйста. Пинганите его кто-нибудь там. Пускай у меня пояснит, как называется, кастлвания или кастлвания, потому что я стесняюсь. Своей неграмотности, своей простолюдинством. And it does a fair bit of damage. It was a little bit contentious in earlier versions of the run because it seemed like it didn't do enough damage. Окей, это непроизносимо. Это точно неправильно. But it turns out that it вроде как Кастлвания. Окей, понял. Yeah, I want to quickly bring up a couple of, a community member in particular, Jado, да. who is I'm gonna speak from my heart. Really crack out a bunch как of говорится. Pogos. Now I know that this next screen, I believe it was your strat here, Severa, but the Pogos in general are like a big thing that
Да, сейчас у нас раннер обсуждает с комментатором нахождение такого трюка, который они называют погас, а именно дамаг от благодаря удару вертикальному с помощью большого меча мы можем бустить себя в воздух, как я уже объяснял. Честно сказать, не знаю причину происхождения именно такого имени, но вы поняли. Да, и мы, кстати, сейчас поднимем себе подводное дыхание, которое необходимо в 2 местах, потому что подводных секций здесь не так уж и много. Да, кстати, ребята, кто не знаком с Диагоном, это наш RU-раннер, который будет представлять к слованию на этом ГДК. Я не совсем помню, на самом деле, раннер многих игр, серии Кслания. И напишите, пожалуйста, восклицательный знак RU в чатик. Мы узнаем, Drone of Sorrow, да. Именно эту часть будет ранить у нас Диагон 6 числа, завтра. Я что-то не так сказал. В любом случае мы все братья. Вот. И у нас сейчас происходит очередной босс-файт, который будет проходить очень интересным способом. Прямо сейчас вы увидите, как мы с помощью weapon-hover возьмем и перелетим через этого гигантского дракона, и он просто не сможет нам ничего сделать. Это очень забавно. It's just multi-hitboxes, so we're hitting them 10 times per swing. So Nars just else, and that is amazing. When that strat was found, it like caused a little bit of как говорят у нас комментаторы, у нас в этой игре немного врагов, у которых такие несколько хитбоксов, которые достаточно большие, и вот этот дракошка один из таких, одной из этой небольшой группы. И сейчас мы сможем наслаждаться долгое время прекрасным мувментом этой игре. И можем пока почитать донатики. Sounds great. We have $100 from TM. approach stage 5. So I think we can get like 2 or 3 in if we have time. Кажется, мы вернулись в чат. F5, 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 F5. Всем снова привет, это SGDQ, официальный русский рестрим, и вы на русском. Мы вновь в лайве, и это Dogmeats. Как у вас дела? Мы сейчас на наших экранах можем наблюдать прекрасное скоростное прохождение Record of Lodoss War, одной из этих игр, одной из игр серии, от прекрасного раннера BowietheHero. Как у вас дела, чач? Also $50 from Biddle real quick. Stay classy, Bowie. Stay classy. Thank you so much indeed. Да, и что сейчас происходит, это вот этот чувак, стащивший нашу каменную душу, камень души в первом стейдже. Происходит небольшая лар-секция, и мы попадаем в небольшой, в большой флешбэк, где мы снова слабые, снова беззащитные, без обилок, без ничего. So painfully 90s, isn't it? It really is. This is a grim hope somehow, I don't know. Yeah. Do you want to talk about the dream sequence? Yeah, so these life as kings, it's a very, very simple thing, basically. Бови отмечает то, что немножко сложновато объяснить, что прямо сейчас происходит по лору, но обязательно никто ничего не объяснит, потому что это русскоязычная планета.
party, adventuring party. Pan in the center, her other half, her lover. She has to get past these lifeless kings. I do knife floats to kind of make the lifeless king join. Да, и у нас всего 109 хп, что достаточно мало, и нам нужно немножко увеличить наше количество здоровья. So it only gives us minor attack and defense. So there are HP and MP upgrades up to 150, 10 per upgrade. Yeah, we're gonna do a very, very big Сейчас у нас skip будет now. очередное использование Погас. Мы опять же будем использовать наш меч зебра, ударяясь об врагов, чтобы подлететь выше. Да, таким образом. There are 2 bosses, but this is the only stage so far that we've found where you don't actually have to fight one of the bosses. The movement power in this stage и сейчас у нас будет новая обилка, которая называется Jumpstorm, что-то подобное, которое позволяет нам прыгать еще выше. Мы будем получать себе в разы больше высоту. Нам на самом деле не то, чтобы он необходим для того, чтобы достичь второго босса этой стадии игры, но нам обязательно понадобится дальше прохождение. Okay, so this fight, I've been practicing left side, so I'm so used to right side, but left side's faster because you end up on the left side, which is where I need to go. So I'm going to start with a slide on, immediate windstorm, change to wind, stab away, backdash, change to fire, tank a hit, backdash left, change back to wind. Да, когда у нас будут в чатике зебра мечи, они какие-то зелено-белые. Да, и сейчас мы можем наблюдать уже в разы более интересные босс-файты, в разы более необычные. Сейчас давайте придумаем имя этому персонажу, этому боссу, которому мы сейчас набиваем лицо. Я вам скажу, как его зовут на самом деле. A kind of like aggressive start. So I'm going to start off by changing. Going to stab a few times, backdash when he jumps in, and do backdash stabs. I went a little bit too late on that last one. Get up a little bit more MP, there we go. And I want to basically do loads of these stabs to try and burn him down, because he does have, again, a desperation attack. И этот босс-файт на самом деле сейчас проходит достаточно хорошо для нас. Очень-очень-очень даже хорошо. И у Бови получается быстрый цикл убийства. Он просто затыкивает этого босса до конца. Да, это Ашран. Блин, а вы что, знаете лор этой игры? Wait. Вы что, умные? Подожди. Блин, жесть. Блин, ну чат всегда знает, чат всегда лучше знает, чем я, чем любой комментатор. And here is Bowie just absolutely murdering it while also doing commentary for those boss fights. Just like, please, please give it up. It's as I say, it's like a new medium for me, this particular genre. So I've been practicing, but like I kind of felt it. I felt confident in. Чат, как я говорю, все знает. И комментаторы им на самом деле ни к чему, но мы все равно будем делать нашу работу, невзирая на то, что у нас гений. But with this, we can actually just go ahead and exit from stage 5 to stage 6. Yeah, so we're coming up towards the end part of the game now. One more stage to go, because as there are 6 sides of a dice, there are 6 stages to this tabletop adventure. Yes. And really, like we да, и благодаря механике Погас я уже говорил о том, что нам не обязательно было этот финстрайк брать, который позволяет нам выше прыгать, но, соответственно, имея этот прыжок, имея эту способность, мы, в принципе, не нуждаемся в использовании Погасов. Но также будут места, в очень ближайшем скором времени мы будем прыгать на головы драконов, где нам необходимо именно две этих механики одновременно. Вот прямо сейчас мы можем наблюдать на экране о том, как он делает двойной прыжок плюс винд-джамп, сторм-джамп, извиняюсь, да, это вроде так называется, и вот этот удар сверху вниз, который раннеры называют Погас в своих кругах. It is technically possible to slide through literally everything in this stage, including the giant basilisks, but it's so difficult. Да, и сейчас у нас начинается платформинг-секция, на которой на самом деле связана непосредственно с небольшими файтингами.
Мы будем почищать себя врагов и проходить небольшие платформинг, так сказать, челленджи. Our last button, and now we're coming to the hell hallway, or the hellway as well. Yeah, we have a less polite name for this hallway. We're not going to say it on stream. Да, и у Боуи не получается пройти комнату без получения урона, ему прилетает достаточно большое количество его, и он вынужден постоять чуть-чуть похилиться. И ему можно это делать, безусловно, потому что если он отъедет, то он будет начинать с чекпоинта, который не так близко. Taking us into the boss rush with a beautiful couple of pogos. Да, ребят, сейчас в очень скором времени у нас будет снова файт с Эбрамом, с синим драконом. И мы видим, как мы просто уничтожаем его благодаря нашей способности призванным джинам. И сейчас у нас на самом деле будет происходить босс-раш, где мы будем драться со всеми боссами, которые у нас были в этой игре. На самом деле рановато как-то немножко босс-файт выходит, но да ладно. У нас еще минимум 10 минут геймплея будет, так что, чатик, наслаждаемся, продолжаем. Вы, кстати, сможете буквально завтра увидеть большой Силвания блок на SGDQ. Завтра начинается он примерно в 15 по МСК. Посмотрим, смогу ли я залететь, покомментить одну не Castlevania игра, которая такая же примерно по геймплею. Посмотрим, посмотрим. И именно тогда у нас будет ран прекрасного диагона. Поэтому, ребята, даже если вы не любите Castlevania, даже если вы не фанат серии, обязательно залетайте, блин, там клево будет, блин, серьезно. Будем поддерживать нашего раннера. И, возможно, к завтрашнему дню у нас произойдут тоже небольшие изменения. Так что не покидайте нас, мы здесь стараемся для вас. Nars is a little bit different here than the first time because we do have to make sure to lure him forward. In his own arena, you can actually be as far back against the wall as you want to, and he'll not hit you, but you actually need a little extra room in the boss rush arena. Beautiful squeaky hammer kill of the dragon. My favorite, it's so funny. Pyridus 2. Oh, there is actually one thing about the boss rush that I forgot to mention earlier that is funny. We didn't bother fighting Beld in stage 5, but we do have to fight him here. So after we annihilate Pyridus for a second time, Beld shows up. So say hello to the Emperor of Marmo. Hi, Emperor of Marmo. Да, и, ребята, если кто-то до сих пор, может быть, не заметил, насколько важны механики элементов в этой игре, тут на самом деле их очень много, и каждый босс имеет слабость к одному из элементов. У нас есть такие элементы, как свет, огонь, тьма, воздух, вода, земля и природа, наверное, как-то так можно правильно перевести. И каждый босс имеет слабости к одной из этих, так сказать, к одной или нескольким из этих стихий. Именно поэтому у нас происходит, на самом деле, не совсем глупый спам одного и того же спыла, а использование нескольких. Натура. Да, это хорошо, хорошо. Beautiful, wonderful kill. Блин, с закрытым окном немножко жарковато стало. Very well commentated throughout that entire thing. That's a lot of fights back to back. So good job. Super nice. We do have just a bit of movement, and it's going to be mostly, stuff that allows us to skip the jump storm upgrade by doing like these heights and then. Да, и прямо сейчас после этого босс-файта у нас уже будет буквально последняя возможность чуть-чуть расслабиться, потому что это будет последняя минута затишья перед
мясом, происходящим в конце этой игры. У нас сейчас будет небольшая такая, немножко никому интересная лор-секция, фул лор, и мы будем просто бегать, типа катсцен. And then y'all might recognize this name from the last run. $20 from Laser Trap, who says, donating $5 for what I think is every missed cutscene skip. Thanks so much for this incredible opportunity. I'd also like to shout out to Lord Magecar and Nuxmaster368 and Legothon, who I forgot to mention because Discord messed with my brain. Good luck to Bowie on this amazing game and everyone else this week. 8-я финалочка forever, как говорится. We have time for one more before the final boss. All right. We have $50 from Big Head. Залетают очередные донатики с различными сообщениями по типу «Это что, ГДК началось? Это что, мне теперь надо спидраны целыми днями смотреть?» Ну, в принципе, неплохо. Покатит. Зато есть такие, кто еще не выключал свой компьютер и смотрел всю трансляцию целиком с самого начала. У меня на самом деле именно не выключается компьютер вообще, пускай я отходил немножко отдохнуть, поспать. И я здесь с самого начала и буду сидеть до самого конца. И теперь в этом есть смысл, потому что теперь мы можем фармить поинты. А за эти поинты мы сможем покупать клевые смайлики, которые появятся в скором времени, я очень надеюсь. Вот. And this is the final boss. I'm going to focus for this one, but I will say after the boss fight there will be some flashing lights. They're not like the most aggressive, but it does get quite. It's just white flashes, but it does get fairly pacey. So if you do have any photos. И у нас начинаются очередные босс-файты. И сейчас у нас будет босс-файт. Блин. Не помню, как зовут этот глазик чатик. Чатик, вы же знаете. Пожалуйста. Скажите. Глупому комментатору. И хил. Спасибо, чат. Спасибо. Блин, а ты ведь реально знаешь. Ты сказал раньше, чем появилась надпись справа снизу. And that is called jump roping. Да, чат Hellstone these знает, shades, which Bowie is using Windstorm to get rid of and annihilate the boss's invincibility. And then we come into what's known as popcorn phase. Почти избили. Я имею в виду, вот, скоро. Он отъедет. That was wonderful. That was an amazing popcorn phase. Очень скоро будет время, кстати. If you do it fast enough, then yeah, the boss barely survives past popcorn. И мне страшно, потому что это может быть ББ раннера в данный момент. Я сейчас посмотрю, происходит ли по эндгейм тайму или по РТА. Извиняюсь, нет, это был финальный босс, но у нас небольшая катсцен-секция, и поэтому время сейчас чуть-чуть потерпим со временем. So it turns out that what happening here in terms of story is that this is not reality. Niall, that final boss, is actually a spirit of loneliness or a god of loneliness. And in the real world, Pan died. Готовы терпеть? And after his death, Deedlit kind of fell into this kind of like depressive state. She was missing the person she loved, and that basically allowed Niall to snap her up and kind of like draw her into the labyrinth, where she's been trying to like figure out what's reality, what's not. Come to terms были мировые рекорды в такие марафоны? Да, было и очень много, потому что эти марафоны происходят уже с незапамятных времен. На самом деле, я не уверен, что я был рожден в то время. Это года 14, наверное, может быть даже 13, так что за все это время их было очень много, с 11-го года. Не, я точно тогда рожден не был. И очень скоро времени, 3 через 3, 2, 1, у нас время. Попал, не попал? Oh, sorry. That last trigger. Вроде попал. Волк? It's possible to soft lock if you backdash into it.
Клапа, It's клапа, not клапа. 100% consistent, but sometimes the Поехали. flash will happen that indicates that the Заряжаем. cutscene should start, and then the Взорвите dialogue just чат will never своими start, клапами, and Deedlit will чат. stand there Мы forever, уничтожили эту frozen in игру, time, посмотрели thinking прекрасный about ран от everything that прекрасного happened. раннера BowietheHero. Yeah, the game does И still в run очень like the скором birds on the времени bottom right. They do like этот fly ран around and stuff. The game подойдет is still running, к своему but the cutscene финальному that plays, that завершению. just kind of stays there. Yeah. That is still a that if that happens, Да, the run is это still был on рекорд because of Lodoss you did War, the main thing. Deedlit Wonder Labyrinth. That is record of Lodoss Я War, уверен, что я Deedlit неправильно Wonder уговариваю Labyrinth. слово What лабиринт, was the но time, actually? I don't actually кого know волнует? what Это time все-таки was. русскоязычная трансляция. Давайте переведем название, чат. 41:52. Переводы, это My же estimate так was 52 здорово. minutes. Now, a fun Рекорд story, my submission войны video I PB'd Лодоса. on. At the time I PB'd, I think it was Deedlit. like a Как 47 or a Deedlit 46 at the переводится? time. So you can see how much work we put Чат, into it. чат знает. Over the Yeah. Deedlit over the Wonder months since Labyrinth. then, It's so Как? absolutely Как? beautiful. You also PB'd relatively recently and got a 40-something, didn't you? yeah, I did a 40-38, and that's fourth place on the Имя leaderboard because собственное. Jado has a Лабиринт? 40-33, so like just 5 seconds ahead of me. Benja with a 40-16, and there's one runner, the world record holder. Deedlit? Окей. The only Deedlit это Japanese runner we имя. have in the community thus Так. far, I believe, Poppenheimer, with a 39. Deedlit в лабиринте only чудес. sub-40. Пог. So Yep, we're all pushing Мы for that, перевели. so it's And exciting. way back in the day, we were Получается, like, sub 45 is рекорд impossible for no войны out of bounds. That is Лодоса, going to be our, like, Deedlit в our лабиринте wall. It was чудес. not. Пог. Yeah. Вот мы и посмотрели It's прекрасный only ран от gonna прекрасного get better. It's a really, BowietheHero. really fun run, and I BowietheHero hope сейчас everyone who has been watching говорит о том, что at home если enjoyed it. вам понравилась If I эта may, игра, just very вам quickly, понравился thank you, его obviously, ран, Sarah, вы for можете joining me. It's been a обязательно pleasure залететь to в have you on комьюнити этой игры, commentary and to залететь в work on this комьюнити game with you самого over the Боуи, months. потому что Боуи это очень You've been популярный, a очень big inspiration большой to the community, so раннер. thank you very much for putting as much work И into на it самом as деле, если вам все Gosh, thank понравилось, you. вы And thank you обязательно so much for можете having me пойти и here. отблагодарить It's его really been у an него honor на to стриме, commentate for либо you. в дискорде And thank you комьюнити so much игры, to сказать о том, Game что эта Funquick игра for, классная. of course, Также putting вон on this чатики absolutely кидают о wonderful том, event что вы and letting можете us отблагодарить showcase и меня в Deedlit том Wonder числе. Labyrinth. Но не только It's a меня, really, потому really cool run. I что want to kind каждый of say a раннер, quick каждый thank you as комментатор well to на a few этом of my lot. русскоязычной First off, the трансляции Moonbros, you know who you are. All your имеет свой wonderful Twitch. mates who have been Почти a каждый. support network to Давайте, me может, у over нас the many, есть many years. 2-3 It's a новеньких, pleasure которых нету. to be И вы your можете friends. отблагодарить So каждого. thank you very Если much. вам понравилось My их community as a комментарий, whole, вы much можете too зайти к ним на costly, стрим и but поставить hey, кнопочку hey, follow и сказать, мол, Gregory, чувак, Moonsarge, спасибо тебе Greg, большое, thank you very ты much классный. for everything that you always do. And there's obviously loads of other people. Да, Kim, и у нас Lauren, немножко Bonkers, Боуи who you затягивает are. с Thanks so much. And also to the прощанием, community но of мы Deedlit. не There's волнуемся loads по of этому wonderful people поводу. who put in loads of Вы work. можете себе позволить, он все-таки на 10 Prime, минут Jado, впереди эстимейта Benja, вышел. Bozo, or Dark, one of the three names he's got. Ну да, Боуи это, Knight as как я well. уже сказал, Everyone's been достаточно putting in so much популярный work. So keep спидранер, on и grinding. We will. у него, We'll see так this run сказать, far. And of course, a massive thank you again to GDQ есть for having us. жилки It's шоумена. a pleasure to run this game, and it is brand Именно new. сейчас он их And the fact показывает, that I он only run очень like two долго-долго ведет свою non-RPGs, речь. and they've been the two runs that I've managed to. I've been lucky to show off here, as well as you may remember Onimusha like 4 or 5 years ago. That was a fun run too. But, a pleasure as always to be part of these events. It's for a good cause. Make sure to Да, keep всех watching благодарит, and всем keep supporting. спасибо. There's been some great runs coming up. Продолжаем смотреть So, yeah. And thank you as well SGDQ. to Sky for hosting and reading Покеда. donations. Your energy is infectious. So Покеда, thank you very much Боуи. for that as Все well. скажите пока And with that, I'll Боуи. hand it back to Sky and I'll say goodbye. Отличный And ран. stay classy. Take care. И огромное ему спасибо за это.